Анна всегда чувствовала, что в ее жизни чего-то не хватает. Словно пазл, в котором недоставало ключевого элемента. Ей было 25, но ощущение неполноценности преследовало ее с самого детства. Каждый раз, когда она смотрела на семейные фотографии своих друзей, где счастливые родители обнимали своих детей, внутри что-то болезненно сжималось. Ее мать, Елена, была женщиной сдержанной и немногословной. Она никогда не рассказывала об отце Анны, словно его и не существовало вовсе. Когда Анна, будучи ребенком, пыталась расспросить о нем, Елена лишь отмахивалась, говоря: «Нет смысла ворошить прошлое. У нас есть настоящее, и этого достаточно». Но для Анны этого было недостаточно. Она росла с постоянным чувством отсутствия чего-то важного в ее жизни. Каждый день отца в школе был для нее мучением. Каждый раз, когда друзья рассказывали о своих отцах, она чувствовала себя обделенной. Годы шли, Анна выросла, окончила университет, нашла работу в издательстве. Но чувство неполноценности не покидало ее. Она часто представляла, как однажды встретит своего отца. Может быть, она просто столкнется с ним на улице и сразу узнает. Или, может быть, он сам найдет ее и объяснит, почему его не было рядом все эти годы. Но реальность была далека от этих фантазий. Анна жила обычной жизнью молодой женщины в большом городе. Работа, редкие встречи с друзьями, попытки построить отношения, которые почему-то всегда заканчивались неудачно. Она не могла избавиться от ощущения, что чего-то ждет. Чего-то большего. Весенний вечер выдался на удивление теплым. Анна шла по оживленной улице, направляясь на открытие выставки современного искусства. Она не была большим ценителем, но ее подруга Мария настояла на том, чтобы Анна вышла в свет и перестала киснуть дома. Галерея располагалась в старинном особняке в центре города. Высокие потолки, лепнина, огромные окна — все это создавало особую атмосферу. Анна бродила между экспонатами, пытаясь понять смысл абстрактных композиций, когда ее взгляд остановился на мужчине, стоявшем у одной из картин. Он был высок, с сидеющими висками и внимательным взглядом. Что-то в его осанке, в том, как он держался, сразу привлекло внимание Анны. Он излучал уверенность и какую-то внутреннюю силу. Мужчина, словно почувствовав на себе взгляд, обернулся. Их глаза встретились, и Анна почувствовала, как по спине пробежал холодок. В его взгляде было что-то знакомое. Интересная работа, не правда ли? Его голос был глубоким и мягким. Анна кивнула, не сразу найдя слова. Да, очень. Необычное. Знаете, в чем прелесть абстрактного искусства? Оно позволяет каждому увидеть что-то свое. Как вы думаете, что хотел сказать художник этой картиной? Анна посмотрела на полотно. Яркие мазки красного и синего перемежались с черными линиями, создавая хаотичный, но в то же время гармоничный узор. «Мне кажется, это о внутреннем конфликте», — медленно произнесла она. «О борьбе между разумом и чувствами, между тем, что мы должны делать, и тем, чего действительно хотим». Мужчина посмотрел на нее с явным интересом. Интересная интерпретация. Многие видят здесь просто набор цветов, но вы сразу уловили глубинный смысл. Меня зовут Александр, кстати. Анна, она протянула руку, и когда их пальцы соприкоснулись, она почувствовала легкое покалывание. Они провели весь вечер, переходя от картины к картине, обсуждая искусство, литературу, жизнь. Александр оказался невероятно эрудированным собеседником. Он рассказывал о своих путешествиях, о книгах, которые изменили его мировоззрение, о своей работе в качестве профессора философии. Анна была очарована. Она никогда не встречала человека, который бы так точно понимал ее мысли, словно читал их. С Александром она чувствовала себя целой. Когда выставка подошла к концу, они обменялись номерами телефонов. Анна шла домой, чувствуя легкое головокружение. Она не могла перестать думать об Александре, о его улыбке, о том, как он слушал ее, словно каждое ее слово было бесценным. Дни после выставки пролетели как в тумане.
Анна и Александр созванивались каждый вечер, их разговоры длились часами. Они обсуждали все, от последних новостей до философских концепций. Анна чувствовала, что наконец-то нашла человека, который понимает ее полностью. Их первое настоящее свидание состоялось через неделю после знакомства. Александр пригласил Анну в небольшой итальянский ресторанчик. Когда она вошла, он уже ждал ее за столиком, и его глаза загорелись при виде нее. «Ты выглядишь потрясающе», — сказал он, вставая, чтобы отодвинуть для нее стул. Анна почувствовала, как краска приливает к щекам. «Спасибо, ты тоже очень элегантен». Вечер прошел как в сказке. Они говорили обо всем на свете, смеялись над шутками друг друга, и Анна не могла оторвать глаз от Александра. Его харизма была почти осязаемой. «Знаешь», — сказал он, когда они вышли из ресторана, «я никогда не верил в любовь с первого взгляда. Но когда я увидел тебя на той выставке, что-то внутри меня перевернулось». Анна почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. «Я чувствую то же самое», — призналась она. Их первый поцелуй был нежным и в то же время страстным. Анна чувствовала, как земля уходит из-под ног. Когда они наконец оторвались друг от друга, она увидела в глазах Александра отражение собственных чувств, смесь восторга, нежности и чего-то еще, чему она не могла дать название. С того вечера их отношения развивались стремительно. Они проводили вместе каждую свободную минуту. Александр показывал Анне места в городе, о которых она даже не подозревала, рассказывал истории, которые заставляли ее смеяться до слез. Анна чувствовала, что наконец-то нашла свое место в мире. Рядом с Александром она ощущала себя защищенной, понятой, любимой. Он был не просто ее возлюбленным, он стал ее лучшим другом, наставником, опорой. Разница в возрасте, которая поначалу немного смущала Анну, теперь казалась несущественной. Александр никогда не давал ей почувствовать себя неопытной или глупой. Наоборот, он ценил ее мнение, прислушивался к ее идеям. «Ты удивительная», — говорил он ей. «Я чувствую, что знаю тебя всю жизнь». И Анна чувствовала то же самое. Словно они были двумя половинками одного целого, наконец-то нашедшими друг друга. Прошло несколько месяцев. Анна была счастлива как никогда. Ее отношения с Александром развивались, и она чувствовала, что готова к следующему шагу. Они начали обсуждать совместное будущее, возможность жить вместе. В один из выходных Анна решила навестить мать. Отношения с Еленой всегда были непростыми, но в последнее время Анна чувствовала потребность наладить контакт. Возможно, счастье в личной жизни дало ей сил для этого. Елена встретила дочь с привычной сдержанностью. Они пили чай на кухне, обмениваясь новостями. «Мам, я хотела тебе кое-что рассказать», — начала Анна. «Я встретила человека. Он особенный. Я думаю, это серьезно». Елена внимательно посмотрела на дочь. «Я рада за тебя, Аня. Надеюсь, он достойный человек». «Более чем. Его зовут Александр, он профессор философии. Знаешь, когда я с ним, я чувствую себя целой». При упоминании имени Александра Елена вздрогнула. Это было почти незаметно, но Анна уловила эту реакцию. «Мам, все в порядке?» «Да, конечно», — Елена попыталась улыбнуться. «Просто. Это имя напомнило мне кое о чем». Анна почувствовала, как внутри все жалось. Что-то в реакции матери насторожило ее. «О чем?» Елена покачала головой. «Ничего важного. Старые воспоминания». Но Анна не могла отделаться от ощущения, что мать что-то скрывает. После чая она поднялась в свою старую комнату. Здесь все осталось так же, как и когда она съехала несколько лет назад. Она начала перебирать старые вещи, книги, фотографии. И тут, в глубине ящика стола, она нашла конверт, который никогда раньше не видела. С бьющимся сердцем Анна открыла его. Внутри были старые фотографии и письма. Она начала рассматривать снимки, и вдруг мир вокруг нее замер. На одной из фотографий
была ее мать, молодая и улыбающаяся. А рядом с ней стоял Александр. Тот самый Александр, с которым Анна встречалась последние месяцы. Руки Анны задрожали. Она начала читать письма, и с каждой строчкой ей становилось все больше не по себе. Это были любовные письма от Александра к ее матери. В одном из них он писал о нашем ребенке. Реальность обрушилась на Анну как лавина. Александр не был просто человеком из прошлого ее матери. Он был ее отцом. Отцом, которого она никогда не знала и о котором мечтала всю жизнь. И теперь этот человек был ее возлюбленным. Анна почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Она не могла поверить в реальность происходящего. Как такое вообще возможно? Как она могла не заметить, не почувствовать? Воспоминания о последних месяцах пронеслись перед глазами. Их встречи, разговоры, поцелуи. Все это теперь приобрело ужасающий смысл. Анна не помнила, как выбежала из дома. Она не слышала встревоженных криков матери. Все, что она чувствовала, это желание убежать, спрятаться от этой чудовищной правды. Следующие дни Анна провела как в тумане. Она не отвечала на звонки Александра, игнорировала сообщения от матери. Весь ее мир рухнул, и она не знала, как жить дальше. С одной стороны, она чувствовала отвращение к себе и к ситуации, в которой оказалась. Мысль о том, что она состояла в романтических отношениях с собственным отцом, вызывала тошноту и ужас. Но с другой стороны, она не могла просто так выкинуть из головы и сердца те чувства, которые испытывала к Александру. Ведь она полюбила его, не зная правды. Для нее он был идеальным мужчиной, тем, кто понимал ее как никто другой. Анна металась между этими противоречивыми эмоциями. Она не могла есть, не могла спать. Каждый раз, закрывая глаза, она видела лицо Александра, и сердце сжималось от боли и тоски. На третий день раздался звонок в дверь. Анна знала, кто это, еще до того, как открыла. На пороге стоял Александр, бледный и осунувшийся. «Анна, пожалуйста, нам нужно поговорить», — его голос дрожал. Она молча отступила, пропуская его в квартиру. Они сели на диван, сохраняя дистанцию между собой. «Я не знал», — начал Александр. «Клянусь тебе, я понятия не имел, кто ты на самом деле». Анна смотрела на него, не в силах произнести ни слова. Она видела боль в его глазах, видела, как он борется с собой. «Когда я встретил тебя на той выставке, я почувствовал связь. Такую сильную, какой никогда не испытывал прежде. Теперь я понимаю, почему. Но тогда я просто влюбился». Его слова эхом отозвались в сердце Анны. Ведь она чувствовала то же самое. «Как ты мог не знать?» Наконец произнесла она. «Как ты мог не догадаться?» Александр покачал головой. «Я ушел, когда твоя мать была беременна. Я струсил. Испугался ответственности. Это самый большой позор моей жизни. Я никогда не видел тебя ребенком, не знал, как тебя назвали. А когда мы встретились, ты была уже взрослой женщиной. Я и представить не мог». Анна почувствовала, как по щекам текут слезы. Всю жизнь она мечтала найти отца, представляла эту встречу. Но реальность оказалась жестокой насмешкой над ее мечтами. «Что нам теперь делать?» — спросила она, не ожидая ответа. Александр протянул руку, словно хотел коснуться ее, но остановился. «Я не знаю, Анна. Я знаю только, что не могу просто так отпустить тебя. То, что я чувствую к тебе, это реально. Это не исчезнет просто потому, что мы узнали правду». Анна понимала, что он имеет в виду. Ведь она чувствовала то же самое. Несмотря на шок и отвращение к ситуации, ее чувства к Александру никуда не делись. «Мы не можем быть вместе», — сказала она, чувствуя, как каждое слово разрывает ее сердце. Это неправильно». Александр кивнул, но в его глазах она увидела ту же борьбу, которую чувствовала сама. «Я знаю. Но я не могу представить свою жизнь без тебя, Анна.
Ты стала частью меня. Они сидели в тишине, не зная, что делать дальше. Будущее, которое еще недавно казалось таким ясным и светлым, теперь было окутано мраком неизвестности. Дни превратились в недели. Анна пыталась вернуться к нормальной жизни, но это казалось невозможным. Работа, друзья, обычные заботы — все это теперь казалось далеким и нереальным. Она не могла перестать думать об Александре. О том, что он был ее отцом, человеком, отсутствие которого она чувствовала всю жизнь. И в то же время он был мужчиной, которого она полюбила всем сердцем. Отношения с матерью стали еще более напряженными. Елена пыталась объясниться, рассказать свою версию событий, но Анна не была готова слушать. Она чувствовала себя преданной, обманутой всеми, кому должна была доверять. Однажды вечером, сидя дома в полном одиночестве, Анна почувствовала, как внутри нее что-то надломилось. Все эмоции, которые она пыталась сдерживать, вырвались наружу. Она начала крушить все вокруг. Вазы, фотографии, книги — все летело на пол. Анна кричала, плакала, выпуская весь гнев и боль, которые накопились за эти недели. Когда силы иссякли, она осела на пол среди осколков своей прежней жизни. И тогда ей в голову пришла мысль. Мысль о мести. Почему она должна страдать одна? Почему должна нести бремя этой ужасной тайны, в то время как другие просто продолжают жить своей жизнью? Анна встала, подошла к компьютеру и открыла почтовый ящик. Она начала писать письмо, адресованное руководству университета, где работал Александр. В нем она подробно описала их отношения, раскрыла правду о том, кем они приходятся друг другу. Палец завис над кнопкой «Отправить». Часть ее кричала, что это неправильно, что это разрушит жизнь Александра. Но другая часть, та, что была полна боли и гнева, жаждала этого разрушения. В последний момент Анна сохранила письмо в черновиках. Она не была готова сделать этот шаг. Пока не была. Вместо этого она написала другое письмо, своей матери. В нем она изливала всю боль, все разочарование, которое чувствовала. Она обвиняла Елену в том, что та скрывала правду все эти годы, что позволило случиться этому кошмару. Отправив письмо, Анна почувствовала странное облегчение. Словно часть тяжести спала с ее плеч. Но что делать дальше? Как жить с этим знанием? Как забыть чувства к Александру, которые, несмотря ни на что, все еще жили в ее сердце? Анна не знала ответов на эти вопросы. Она знала только, что ее жизнь уже никогда не будет прежней. И ей предстоит научиться жить в этой новой реальности, какой бы болезненной она ни была. Прошло полгода. Анна сменила работу и переехала в другой город. Она нуждалась в новом начале, в месте, где ее не преследовали бы воспоминания о прошлом. Она не общалась ни с Александром, ни с матерью. Иногда по ночам, когда одиночество становилось невыносимым, она думала о том, чтобы позвонить им, но каждый раз останавливала себя. Жизнь шла своим чередом. Анна погрузилась в работу, пытаясь заполнить пустоту внутри. Она начала ходить к психотерапевту, пытаясь разобраться в своих чувствах и эмоциях. Однажды, сидя в парке, она увидела отца с маленькой дочкой. Они смеялись, и девочка смотрела на отца с обожанием. Анна почувствовала, как к горлу подступил ком. Она думала о том, какой могла бы быть ее жизнь, если бы Александр не ушел тогда, если бы она выросла, зная его как отца. В тот вечер она достала из ящика стола фотографию Александра, которую сохранила несмотря ни на что. Глядя на его лицо, она чувствовала смесь любви, боли и тоски. «Я прощаю тебя», — прошептала она. «И себя тоже». Это был первый шаг к исцелению. Анна поняла, что не может изменить прошлое, но может выбрать, как жить дальше. Она написала 2 письма, одно Александру, другое матери. В них она не обвиняла и не оправдывала. Она просто рассказала о своих чувствах, о том, через что ей пришлось пройти. И о том, что она готова двигаться дальше. Отправив письма, Анна почувствовала, как тяжесть, которую она носила в себе все эти месяцы, начала отпускать. Она не знала, получит ли ответ. Не знала,
Сможет ли когда-нибудь встретиться с Александром или матерью лицом к лицу? Но она знала, что сделала все, что могла, чтобы примириться с прошлым. Будущее было неизвестным, но впервые за долгое время Анна смотрела на него с надеждой. Она пережила самое страшное испытание в своей жизни и вышла из него сильнее. Она знала, что еще многое предстоит пережить и осмыслить. Но теперь у нее была уверенность, что она справится. Потому что научилась самому главному — принимать себя со всеми своими сложностями и противоречиями. Анна закрыла глаза и глубоко вздохнула. Новая глава ее жизни только начиналась.